Народ, всем привет! Хотел бы вам сегодня показать, ну, распаковка не получится уже, потому что все распаковал, а небольшой обзор интеркулера AVA, японского оригинального, для Subaru Legacy, BLBP и Impreza GH на моторы EG20XY. Ну, так сказать, обзор небольшой, позже его сравним, установим, посмотрим, что он даст. Вот такой вот интеркулер AVA, цельноалюминиевый, что есть большой плюс, на порядок больше, чем стоковый пластиковый интеркулер заводской. Вот. Ну, так как я его брал с аукциона бэушный, то получается на нем уже нанесли логотип AVA. Здесь вот выштамповка AVA идет. Интеркулер, который покупается непосредственно с сайта производителя, идет без вот этого вот логотипа. Поэтому здесь повезло, потому что это стоит отдельных денег. Значит, что говорит производитель? Что этот интеркулер держит порядка 400 лошадиных сил. У него КПД в 4 раза больше, по идее, так как больше ядро. Заявляет, что вес его порядка 3,8 килограмма. Ну, не знаю, будем ставить, сравнивать. Тоже сделаем обзор. В комплекте шли такие патрубки силиконовые, оригинальные. Неплохо выглядят. Затем второй вот такой вот патрубок AVA. Тоже с логотипом. Всякие хомуты, шильдики, я это показывать не буду. Вот такой вот вкладыш, брошюра, как он должен стоять под капотом, ну и типа как он выглядит, когда совсем новый и так далее. Вот его номера непосредственно. Не буду распаковывать, не думаю, что это кому-то интересно, потому что все на нашем любимом японском языке. Вот. Ну и шильдики, переходники, сейчас вам тоже покажу. Где-то был. Тоже БУ, но все положили. Вот. В общем, выглядит неплохо. Будем готовиться к сезону. Посмотрим, что из этого выйдет. Оденем его. Поедем на стенд, посмотрим, какой прирост. Какие вообще характеристики будет показывать. Ну и дальше снимем обзор уже непосредственно, когда он будет стоять на машине. Вот. Пока что спасибо. Такой вот маленький обзорчик на редкость для наших краев, такую как интеркулер AVA. В общем, дальше, кому будет интересно, выложу, посмотрим, что и как поменяется под капотом. Всем спасибо за внимание, всем пока.